Дисклеймер: я буду говорить об игре Хоррори, где есть контент для взрослых, но в самом ролике не будет 18+, ну почти, так что, детишки, посмотрите лучше мой ролик, а когда вам стукнет 18, смело сами играйте, это не реклама, это просто совет, лол вообще. Я давно планировала выпустить этот ролик, ибо фигурка уже была сделана в августе прошлого года, но там заказ, курсы и трали-вали, в общем, да. Желаю приятного просмотра. Черт, зачем тебе было воровать этот батончик? Мне-то мороженку купил. Все просто, потому что краденое всегда вкусные. Так вот почему ты украл мое сердце. Боже, как же хорошо получилось! Я такая острая! Фух. Этому ролику нужно было выйти давно. Для справочки, я проходила My Dear Hatchetman, когда у меня был отпуск в августе. Я тогда решила ради развлечения пробежаться по itch.io, чтобы поиграть в игры, которых часто мелькали на фанартах с Питером в Твиттере. My Dear Hatchetman, Sunny Day Jack, Breaking Colors. И да, они в разработке и по сей день. У них есть только демо-версии. Не знаю, может это мода такая, быть в разработке. Удивительно, но только Джон Доу является законченным продуктом. Для фанатов Джон Доу, я в него не играла, но смотрела прохождение. Он меня лично как персонаж не зацепил, да и, откровенно говоря, сюжета в игре немного, погружаться в фандом, чтобы узнать, что Джон Доу какой-нибудь Ктулху, у меня нету силы. Вы о чем? Простите. А вот про Sunny Day Jack мы немного поговорим, ибо эта игра вызвала у меня эмоции, но я не хочу никого оттуда вылепить. Да, и если судить по твиттеру автора МТХ, разрабы обоих игр дружат. Мне это кажется милым. В отличие от Джека, ибо только открыла игру, он почти сразу начал меня раздражать. Серьезно, он с самого начала мне как змей-манипулятор что-то нашептывал, и это меня раздражало. Не завидую нашему главному герою, ибо эта синяя шизофреничная сладкая вата почти везде бродит за ним в виде призрака. Еще и мысли постоянно читает, личные границы для него что, это шутка какая-то? По поводу личных границ. Все пытаюсь понять. ЦГ тут специально нарисованы так, чтобы Джек не вмещался в экран. Для меня это выглядит как хороший эффект, чтобы передать доминирование персонажа над игроком. Типа нависает над нами и все такое. Но так как это используется постоянно, у меня есть смелость предположить, что так рисуют ради экономии времени и сил. Но хочу сказать спасибо, я давно так не радовалась, ненавидя персонажа. Ты всеми фибрами души чувствуешь, что что-то не так с этим героем и не можешь перестать злобно шутить и угорать над ним. Жалко, привидение не выкинуть в окно. Так, а теперь возвращаемся к основной теме – МТХ. Больше всего среди всех игр, что я перечислила, мне понравилось то, что в игре у нас есть возможность поговорить с Аланом и узнать его получше. И вы, наверное, посмеетесь с меня сейчас, ведь визуальные новеллы на этом обычно и строятся. Ты болтаешь с персонажем и узнаешь его. Но в этих играх я часто сталкивалась с таким паттерном поведения разработчика. В интернете на страничке автора игры чуть ли не миллион фактов и предыстории персонажа, в отличие от игры с самим этим персонажем. Тот же Питер, я его больше знаю благодаря фан-творчеству и ответам из официального Тамблера и Аска. Я лично не считаю это грехом, мне кажется это интересным подходом. Но хотелось бы, чтобы в игре все-таки было больше личности героя. А то из-за попытки сохранить закаточность появляется неприятная недосказанность. А с Анном мы поболтали, я узнала некоторые факты из его жизни, его характер, некоторое мировоззрение.
Я даже подумала после концовки игры, что это не демо, а полноценная короткая история без кровопролития, как я описала. История о том, как пацан убежал в лес, подрос, устал от одиночества, одичал, встретил нас, потрахался и стал добрым. И как же было грустно вспоминать, что это демка, а значит самая жесть еще впереди. Но я немного заинтригована, ибо кажется, что в игре будет семейная драма, ведь под конец демки Алан рассказал нам про свою семью. А может, я надумываю, и это просто чеховское ружье, которое никогда не выстрелит. Еще мне очень понравилась стилистика игры, как исполнение, так и сами дизайны. Когда увидела Алана, поняла, что очень хочу его слепить и нарисовать. Хотя набросочность этой версии игры видна, ЦГ выполнена в разных стилях, как и фоны. Наверное, автор еще ищет себя, понимаю. Но мне немного грустно было, что спрайты Алана выглядят более размытыми, чем сам фон. Так и хочется сказать: приятель, бухни резкости. Похоже, что изначально Алана нарисовали немного меньше, а потом увеличили. Так что всем художникам и разработчикам на будущее: рисуйте на всякий случай всегда больше планируемого. Ибо изображение будет меньше страдать, когда вам нужно будет уменьшать, а не увеличивать. И уменьшать желательно через смарт-объекты в фотошопе. Честно, для меня это было приятным времяпрепровождением. Что сама игра, что лепка фигурки. Даже несмотря на то, что Алан был второй фигуркой из цветной полимерной глины после Питера. А игра была хорошим расслабоном для летнего вечера отпуска. Я хочу пожелать авторам удачи и сил, чтобы закончить игру, ибо понимаю, что создание любой игры – это труд и время. Мне лично кажется, что вы идете в хорошем направлении. А теперь перейдем к забавной мякотке. Пока я играла в эту игру, то делилась всеми впечатлениями с Яри. Да, у меня есть подобный прикол. Я могу закидать своих друзей скринами со своим прохождением игры. И у нас состоялся такой диалог. А, вы хотите фул-постельную сцену? Там все равно ничего не покажут, не надо. Ох, придется самому рисовать, ахахахаха, нет? Го? Аня, не грусти, ты еще увидишь серые пенисы. Ща Мома нарисует, как это должно было быть в игре. Ща нарисую и ой как вставлю. Нарисуй, исполнь мою мечту. Давай, я принесу попкорн. Я тебя не подведу. Я буду стараться, открою папку свою туториалов с пенисами. До конца не может поверить. Давай, Мома, ты сможешь. И на Бусти выложи под отдельным прайсом Стонкс. Короче, я скинула отрывок, где очень долго был черный экран, а там типа поцелуйчики и все дела происходили. И короче, начался мой первый опыт Хорни ЦГ. До этого я разве что какую-нибудь легкую эротику рисовала, на действие ни разу. И это оказалось довольно расслабляющим. Думала, что буду часто париться по поводу анатомии. Ну, это все-таки голые телеса. Но мне скорее хотелось передать эмоции. Потом я своими хакерскими умениями взломала игры. Ай, нет. Я планировала взламывать, но авторы, похоже, не архивировали свои файлы. Да, в RunPy есть такая фишечка, что ты можешь скрыть проектные файлы, если введешь специальный код. Ну ладно, мне же лучше. Однако, как только я оставила свои ЦГ в игру и пригласила Яри на созвон в Дисе, чтобы поиграть, поняла, что она не восприняла мои обещания всерьез. Обидно. Хорошую концовку? Но тебя же устраивает концовка. Нет, я воплотила другую мечту. В смысле? Я не понимаю. Ну, частично я воплотила мечту на самом деле. Подожди-ка, ты сделала хорни-арты? Да. Ты гонишь. Да. Нет, я не гоню, точнее. Да ладно. Да. Ну-ка, давай мы будем смотреть секосы. Да, будем смотреть мою режиссерскую версию кекса с Аланом. Господи. Блин. Да ну нахер, я не верю. Чё, там будут огурцы, что ли, даже? Не, огурцы, кстати говоря, я не рисовала. Вот что обидно. Я что-то тут вообще там, ну, такое действие, что особо огурец не видно. Я такая, типа, думаю, блин. А потом подумала, ну, блин, это все равно как бы хорни. Ну, то есть там хорни. Ну, такой вот, типа. Ага. Ща я только... Господи. Интересно. Видишь, тут такой прям странный эмбиент слегка.
Как будто программа немножко звук искажен. Да, и зацени, я перевела эту сцену, короче. Да ладно. Ну вот, видишь, типа... И Да, сейчас вижу. я кое-что крутое сделаю, от чего мы вообще проржемся. В гостиной Чему? было темно, только свет телевизора давал хоть какую-то жизнь. Короче, Озвучка. да. Была. Однако мое внимание было приковано не к телевизору, а к Аллану. Держать Класс. его. Держать его. Держать его. Держать Я его за что, прижалась интересно? своими губами к его губам. О боже, Яри. Его руки Мама начинают ждёт. скользить по моим запястьям, скользя по всему моему Ну, телу. понимаешь, это для меня такой слегка интимный момент, потому что ты посмотришь, по сути, на мои хорни. Блин, неужели там? Блин, я вообще... Очень интересно. Давай. Одним быстрым Ого. движением О. он расстегнул мои штаны и стянул нижнее белье Ого. до лодыжек. О, вот, ща. Одним быстрым движением. Его рот был фига. голодным и Фига, ненасытным. как красиво. Типа такой карандашный а-ля стиль со штриховкой, Да. все в таком духе. Блин, как красиво. Так это прям, знаешь, как будто разработчик нарисовал, честно Но говоря. мне кажется, что стиль у нас раздоватый такой для такого. Но при этом я Да не старалась... знаю. Вообще мне нравится сцена с Аллом, потому что она одновременно и нежность, и какую-то грубость содержит. Я такая А думаю, еще одна? там вообще 3 ЦКшки хорни. Ой, класс. Да. Я Шикардос. тебе контент как бы подогнала. Ну так. Только для тебя. Нормально. Он мог бы добиться. Арт номер 2. Следующая ЦГшечка? Да, О май. да. О май гад. Да, тут хорни разговоры. Я тут также уделила внимание тому, что тут укусы видны. Знаешь, чтобы так чисто. В реале, вон они, да, видно. Да. И что типа... Офигеть, как... Мне так нравится, как здесь, кстати говоря, типа эффект кожи. Я не знаю, видишь ли ты курсоры на правой от нас ноге, типа Алан сжимает пальцами, и там вот буквально видно, как Сжимает, да? мясо видно. О, О, Элрон, фига все себе. в порядке. ну тут нету огурцов, как ты видишь. Ой, все равно видно что-то, подожди-ка. Ага, лицо закрыто, я немножко... Ага, Да. ракурс не понимаю. Ага, это грудь. Блин, красиво. Спасибо, но мне интересно, ты понимаешь, что тут происходит? Нет, я вижу вот это вот правое бедро, левое бедро вижу, да, и он как бы к ней подходит. Но я не могу понять, где у него жопка начинается. Вот тут жопка. Я вижу... Внизу жопка у него. Она как бы сидит на нем, на его бедре. Ну, то есть... А я не понимаю, а вот под этим пальцем что это за... Это Это его кресло, вторая наверное? нога. Это его вторая нога, типа. Это вторая нога. Все, теперь я поняла. Он, типа, раздвинул поняла. уже тоже ноги, типа, чтобы Ага. было удобнее сидеть ей, как бы, вот. Ага. И, типа, должна нога торчать, раз он, типа, тоже их раздвинул. Ничего себе. Какой он худенький вообще. Он сам по себе худой, ты видела его голос Прайд, так я его и здесь сделала худым. Да. Вот она по сравнению с ним такая прям фигурная, красивая. Надеюсь, не грустишь от того, что я не нарисовала серых пенисов? Я расстраиваюсь? Нет. Нет. Нормально. Я наслаждаюсь рисовкой, очень красиво и очень чувственно. И мне нравится, знаешь, ее стеснительность, и как со своей стороны он такой уверенный. Например, бывает, смотрю на арты других хентай-художников, я такая думаю, блин, а я бы хотела бы это так вот изобразить. По-другому. Да. Я такая, типа, добавляю все то, что мне нравится, типа, и нравилось в других артах, добавляю что-то от себя. Некоторые, к примеру, любят в покраске, типа, добавлять всякие животики, все в таком духе, а я про себя подумала, блин, но линии тоже могут делать тебя хорни. И я такая, надо линии, надо чувственные линии, чувственные движения, чувственные ракурсы, такие, что прям Ну, вообще прям... чтобы проникнуться. Да. Чтобы ты буквально от этих линий такой, о да, я хотел эти линии, я хотел. Ласкает зрение. Я уже дальше не переводила и не рисовала.
Ага. Ну что, как тебе такой сюрприз? Блин, офигеть, я не ожидала, что ты в реале возьмешься. Хотя я тебе говорила, что я хочу это попробовать сделать, и ты такая, исполни мою мечту. Я думала, что ты сразу догадаешься, типа такая. Да блин, я думала, ты типа очень стеснительная. Ну, типа настолько, что ты как бы не сделаешь это. Офигеть. Вообще, я сама до сих пор не верю, что Эллен. это я сделала. Господи, там до сих пор читает. А, точно. Наверное, нужно уточнить. В ноябре вышла обновленная версия демки. Графику все поменяли и добавили Hornet CG. Честно, мне немного грустно, что поменяли ту первую CG-шку. Она мне так дико нравилась. Да и Алан стал каким-то более мясистым. А одновременно, кто я такая, чтобы диктовать автору вкусы? Верно, никто. Ах, да, немножечко самопиара, короче. Full CG-шки, которые мы обозревали с Яри на видео, они будут на моем бусте. Я создам отдельную графу для артов 18+, так что, если захотите посмотреть, заглядывайте, короче, да, вот такая. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока.